Всем привет! Приветствую вас на канале Медицина Ментис. Меня зовут Вера. Я остеопат, натуропат, психолог и психонейроиммунолог. Сегодня хочу обсудить с вами такую деликатную проблему, как геморрой. Если вы замечали алую кровь на туалетной бумаге после дефекации, если у вас появлялись мягкие узлы, боль, жжение и зуд в заднем проходе, если у вас сидячая работа, малоподвижный образ жизни, если вы страдаете от избыточного веса или ожирения, если вы страдаете от запоров, если вам приходится делать усилия для того, чтобы протолкнуть наружу каловые массы, значит, возможно, вы знакомы с такой неприятной проблемой, как геморрой. Это заболевание связано с тромбозом, с воспалением и с патологическим расширением геморроидальных вен, которые образуют узлы на стенках прямой кишки. Есть ряд факторов, которые способствуют развитию геморроя. Например, наследственная предрасположенность, избыточный вес, нарушение оттока крови в прямой кишке, частые запоры, воспалительные и опухолевые процессы в кишечнике и печени, попадание инфекции, курение, беременность, роды, проблемы с щитовидной железой, стресс, большие физические нагрузки, подъем тяжестей, а также малоподвижный образ жизни. Если вы обнаружили у себя геморрой, что же делать? Несмотря на всю неприятность этого заболевания, есть много натуральных методов для того, чтобы геморрой перестал напоминать о себе. Не перестану повторять и говорю это ежедневно всем своим пациентам, у которых есть геморрой, что главное в лечении геморроя – это правильная гигиена заднего прохода. Желательно не травмировать это место туалетной бумагой, а промывать задний проход прохладной водой после каждого опорожнения кишечника. Это очень важно. Можете использовать интимное мыло, марсельское мыло, туалетное мыло или любое натуральное белое мыло, которое не содержит ароматических добавок и имеет кислотно-щелочной баланс, приближающийся к 8-9. При промывании заднего прохода желательно массировать узлы и вправлять их, как бы вставить на свое место. Эти же манипуляции можно делать после мытья с помощью специальной противогеморроидальной мази или даже вазелина. Если нет другого выхода, если вы находитесь вне дома, например, на работе, и не можете помыть задний проход после дефекации, значит, по крайней мере, надо смачивать туалетную бумагу водой или пользоваться влажной туалетной бумагой или детскими гигиеническими салфетками. Можно делать ванночки с прохладной водой и марганцовкой 2 раза в день по 10-15 минут. Раствор перманганата калия для ванночек должен быть бледно-розового цвета. Такие ванночки очень полезны. Они оказывают заживляющее, антисептическое и противовоспалительное действие. Можете прикладывать к узелкам лед, можете осторожно массировать узелки кусочком льда, пока сидите в ванночке. Прикладывание холодных марлевых или ватных компрессов, например, с гелем алоэ, с желе из отварных и процеженных семян льна, или даже с тертой сырой картошкой, помогает снять воспаление и сузить расширенные сосуды, и улучшить тем самым локальное кровообращение. Геморроидальные узлы быстро не проходят, к сожалению. Они могут долго держаться, например, 2-3 месяца, а иногда и вовсе не проходят, и приходится делать операцию.
Поэтому, пожалуйста, не запускайте процесс. При первой малейшей симптоматике приступайте к действию. Не запускайте геморрой, так как чем он больше и чем дольше он вас беспокоит, тем сложнее его лечить. Если у вас сидячая работа, то, возможно, стоит купить ортопедическую подушку, которая адаптируется к стулу, на котором вы сидите, и которую вы можете использовать дома, когда смотрите телевизор. Можете класть эту подушку на диван, на стул, на кресло и садиться на нее. Это очень полезно, очень хорошо, если у вас есть геморрой. Следите за вашим питанием. Это тоже очень важно. Не допускайте появления запоров. В вашем рационе ежедневно должна присутствовать клетчатка и большое количество воды. Но о воде мы поговорим в другом видео. Это индивидуально. Китайцы пьют одно количество воды, американцы другое, у нас третье, и каждый человек пьет столько, сколько он хочет. Но все-таки для того, чтобы размягчить стул, надо пить большое количество воды. Пережевывайте тщательно каждый кусочек пищи. Это улучшает пищеварение и качество стула. Это тоже размягчает стул. Не забывайте о том, что то, что вы съедите сегодня, должно выйти из вас завтра. Хоть в аллопатической медицине и считается, аллопатической нашей медицине европейской, традиционной, считается, что можно ходить в туалет каждые 2-3 дня, и это не считается запором. То есть вы сходили в туалет 3 раза в неделю, и это в нашей традиционной медицине не считается запором. Но в натуральной медицине, в натуропатии, в гомеопатической медицине, в остеопатической медицине считается, что для хорошего здоровья и для хорошего самочувствия надо освобождать кишечник ежедневно. Но об этом будем говорить тоже более подробно в следующем видео. Так или иначе, проблема геморроя заключается в том, что если у вас нет дисциплинированного и регулярного подхода к лечению, то, возможно, придет тот день, когда необходимо будет прооперировать ваш геморрой. Вы, конечно, можете использовать кремы, мази, гели, суппозитории от геморроя, такие как проктозан, проктоживин, проктоглевинол, проктонис, ихтиол, метилурацил. Но знайте, что эти аптечные средства все-таки являются симптоматическим лечением. Эти средства помогают вам сегодня и сейчас, и это очень хорошо. Они помогают вам в нужный момент, но, к сожалению, они не избавят вас от геморроя навсегда. А для того, чтобы избавиться от геморроя навсегда, здесь секрета никакого нет. Надо менять стиль жизни, надо улучшать гигиену жизни, надо пересмотреть питание, надо пить больше воды, надо наладить регулярный стул, надо наладить правильную моторику кишечника, если хотите избавиться от геморроя навсегда. Лечение наружного геморроя производится с помощью всех перечисленных средств, о которых мы уже поговорили. Возможно также хирургическое вмешательство, которое осуществляется, как правило, амбулаторно, под местной анестезией. Сегодня это все делается очень легко и просто, и бояться этого не надо. Используются также малоинвазивные методики, которые включают в себя склерозирование, фото- и лазерную коагуляцию, криодеструкцию. Через неделю после такого вмешательства пациента уже, как правило, ничего не беспокоит. В период обострения малоинвазивное вмешательство не производится, и это плохо, потому что мы думаем о нашем геморрое только тогда, когда у нас обострение. А когда все это проходит, мы уже забываем обо всем об этом, мы не идем ни на какую операцию. Что касается внутреннего геморроя, то его течение подразделяется на 4 стадии. На первой стадии пациент ощущает лишь слабо выраженный дискомфорт.
Воспаление внутренних узлов выявляется только при обследовании у проктолога или у врача общей практики. Он тоже абилитирован делать такого рода обследования. При второй стадии геморроя наблюдается периодическое выпадение воспаленных узлов. Эти узлы, как правило, пациент без особых усилий вправляет самостоятельно. На третьей стадии для вправления выпавших узлов требуется немного больше усилий. Ну а при четвертой стадии вправление узлов уже не представляется возможным. Внутренний геморрой лечится с помощью фотокоагуляции, с помощью склерозирования, но только на первой и второй стадиях. На третьей же и на четвертой стадиях все-таки рекомендуется хирургическое вмешательство. И если оно вам показано, не надо его бояться. Эта операция делается легко, и восстановление происходит очень быстро. Является ли операция панацеей от геморроя? Нет. Если вы поменяли диету, если не поднимаете тяжести, если занимаетесь физической культурой, если у вас хорошая гигиена жизни, то вы можете считать, что вы избавились от геморроя навсегда. В противном же случае заболевание может повториться. Никакой магии, никакого волшебства в этом нет. Итак, повторяем урок. Профилактика геморроя – это правильное питание, богатое клетчаткой, ежедневно, большое количество клетчатки, ежедневно пить достаточное количество воды, гигиена дефекации, наладить регулярный стул, влажный туалет перианальной области, ежедневно и по нескольку раз в день, если это нужно, нормализация двигательной активности, избегать сидячего образа жизни, при сидячей работе каждый час вставать и двигаться, менять положение, использовать ортопедическую подушку для стула, на котором вы сидите, следить за своим здоровьем в общем, быть внимательными к своему телу, прислушиваться к своему телу, при первых признаках заболевания начинать лечение, не запускать геморрой. Не стесняйтесь этой болезни, она беспокоит очень многих. Ну, вот и все. Задавайте ваши вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Поделитесь этим видео с вашими знакомыми, с вашими членами семьи, с вашими друзьями, которых беспокоит эта проблема. Эта проблема беспокоит очень многих. Вы и сами об этом прекрасно знаете. Увидимся на канале. Будьте здоровы. Пока-пока.